Сергей недавно вернулся из армии. Парень отдал долг родине и летом перед устройством на работу решил отдохнуть у себя дома. Как же в деревне было хорошо. Сергей очень любил местную природу. Благодать по-другому и не опишешь. Он любил сидеть на ступеньках дома и смотреть на уходящее солнце в закат. И мечтал, думал о будущем. Что там его ждет? Какая судьба? Целая жизнь вперед. Проснувшись утром, Сергей обнял маму и улыбнулся. «Мамуля, где мои удочки? Мне, представляешь, даже в армии снилось, что я хожу к нам на речку и ловлю рыбу». «Ну, конечно», — рассмеялась Татьяна. «А рыбе снилось, когда же ты придешь? А ну-ка, сколько времени она тебя не видела? Соскучилась, поди. Иди уже в сарай, твои удочки, дед их прибрал. Что-то там менял, леску распутал. Только долго на реке не засиживайся. У меня уже тесто подошло. Я скоро пирожки начну жарить. Твои любимые с яйцом и луком. А еще беляшки с мясом. Мамуль, ты у меня волшебница. Тебя бы с твоими пирожками. Да к нам в часть. Вот уж на руках бы носили тебя солдаты. Нет, мне уж столько не прокормить. Старая становлюсь, силы уже не те. А теперь и ты в город уедешь. Останемся мы тут с дедом вдвоем. Да ты не волнуйся, я как обустроюсь, вас заберу. Просто Васек, дружок армейский, обещал помочь. Там у него отец бизнесмен. Ждал, когда Василий из армии вернется. Теперь отделяет ему часть бизнеса. Вот Вася и хочет, чтобы я ему для начала помогал. А там оба раскрутимся, глядишь, и у меня что-нибудь заладится. Не все ж в деревне сидеть. Да ты прав, сынок. Конечно, поезжай. А мне будешь внуков привозить. Дед деревню не бросит, а я деда тоже не смогу бросить. Вот такой замкнутый круг. Ладно, сыночек, иди, а я пирожками займусь. Сергей пришел на свое любимое место и долго не закидывал удочки. Сидел просто глядя на воду. Только сейчас он стал понимать, что давно превратился во взрослого мужчину. И проблемы теперь будут тоже только взрослые. Он ни за что не бросит мать и деда, будет всегда приезжать и помогать им, а если потребуется, заберет к себе и не станет слушать никаких возражений. Разве он мог по-другому относиться к ним после того, как они вырастили его, заботились, старались, чтобы у него было все, и сам он выглядел не хуже, чем другие? Сергей встал, потянулся, встряхнул головой и вдруг услышал крик девушки. Парень осторожно замер, но только на какую-то долю секунды, а потом метнулся на помощь утопающей. В два счета Сергей преодолел расстояние между собой и несчастной девушкой. Она уже совсем скрылась под водой, и ему пришлось два раза нырять, чтобы отыскать ее, а потом, борясь с течением, тащить на берег. И только там, на песке, Сергей с удивлением узнал в спасенной девушке свою соседку Настю. Она успела нахлебаться воды, и парень машинально сделал все, чтобы она задышала. Когда Настя пришла в себя, не сразу поняла, что произошло, а потом вдруг расплакалась от испуга и чего-то еще, непонятного Сергею. «Мне плохо», — прошептала она. «Тошнит. Значит, еще не вся вода вышла. Но теперь ты уже сама. Раз дышишь и говоришь, значит, тебе уже ничто не угрожает». Они посидели еще немного, причем оба молчали. Настя заговорила первая. «Спасибо тебе, Сережа. Ты меня спас. Если бы не ты, меня не скоро бы нашли. Может быть, через пару дней там внизу по течению. К счастью, этого не случилось. Знаешь, вот что странно. Я сейчас сидела и думала. Я из армии вернулся уже неделю назад. Но именно сегодня меня просто тянуло на реку. И именно в этот час. Я и удочки взял, только закидывать не стал. Хотелось просто сидеть и смотреть на воду. А ты зачем купаться полезла? Сезон еще не открыт. А я не купаться.
Настя вздохнула и вдруг взглянула на него огромными серыми глазами. «Я утопиться хотела». «Да ты что, с ума сошла?» — воскликнул Сергей и вскочил на ноги. «Тебе сколько лет? Что ты решила жизнью проститься? Недавно 18 исполнилось. Дело не в этом. Понимаешь, меня все равно мать убьет. Я наш дом опозорила. Бабушка с дедом вообще не поймут. Они люди старой закалки. А когда отец из рейса вернется, вообще страшно представить, что он со мной сделает. Да что произошло-то? Можешь толком объяснить? Беременна я от Игната Полякова. Он за мной долго бегал, подарками одаривал. Я глупая и не устояла. А потом стала догадываться, что забеременела. Пришла к нему, а он меня на смех поднял. Сказал, что уезжает на днях из этих мест навсегда. Вот так-то, Сережа. Поляков, значит. Этого Игната Сергей хорошо знал. Он был сыном местных фермеров. Жил всегда в достатке, людей не уважал. Может быть, поэтому никогда не имел друзей. Он учился на пару классов старше Сергея. И тот помнил, с каким наглым выражением лица Игнат ходил по школе. Учился он плохо. Но учителя были вынуждены вытягивать его, завышать оценки и доказывать всем, что Игнат очень способный ученик. А он этим пользовался и чувствовал себя абсолютно безнаказанным. Однажды Сергей шел к стадиону и только повернул за школу, как увидел Игната, грозно стоявшего над каким-то пареньком. Сергей узнал его. Это был семиклассник, мальчишка из бедной семьи. Как стало известно Сергею позднее, Алеша повесил свою куртку рядом с курткой Игната. Тот поднял крик, что его дорогая куртка испачкалась об Алешкино тряпье, и Игнат потребовал, чтобы Алеша с ним вышел для серьезного разговора. Разговаривать он не стал и сразу замахнулся на несчастного паренька. Но Сергей перехватил его руку и тут же без особых разговоров врезал Игнату. Завязалась драка. Но что мог сделать изнеженный, неповоротливый Игнат против мускулистого и шустрого Сережи? Драка закончилась для Игната плачевно. Разбитая губа, синяк на оба глаза, другие ушибы. Долгое разбирательство взрослых привело к тому, что Сергея едва не выгнали из школы. Но родительские комитеты и все старшеклассники вступились за него, даже те, кто учились в одном классе с Игнатом. Конфликт замяли, но с тех пор Сергей и Игнат стали врагами. Поэтому он поморщился, когда узнал, что именно Игнат стал первым мужчиной Насти. «Тебе что, женихов было мало? Такая девка красивая, нашла с кем связываться». Вместо ответа Настя всхлипнула. «Ладно, нечего тут мокроту разводить. Пойдем ко мне. Там мама пирожки печет. Чайку выпьем. Как раз в себя придешь. А я сам к твоей матери схожу и поговорю с ней». Настя с Сергеем медленно шли по тропинке к дому. Она опиралась на его руку, словно боялась упасть. Сергей был молчалив, обдумывая услышанное. Он не мог поверить, что Настя решилась на такой отчаянный шаг, попытку уйти из жизни. Да и вообще, подростковые проблемы иногда казались ему огромными, но он теперь понимал, что их нельзя игнорировать. «Я поговорю с мамой», — наконец сказал он. «И ты с ней тоже, чтобы она знала всю правду. Врать нельзя, Настя. Боюсь, что меня выгонят из дома. Или еще хуже». Голос девушки задрожал. «Ничего страшного. Мы не дадим тебе остаться одной. Я не позволю, чтобы ты страдала. Ты не одна, помни это». Они подошли к дому. Из окна доносился запах свежих пирожков. Татьяна увидела сына и Настю на пороге. Ее лицо сначала побледнело от неожиданности, но потом смягчилось. «Что случилось?» — спросила она тихо. Сергей быстро рассказал все, что узнал. Татьяна слушала внимательно, не перебивая, но когда речь зашла о беременности, она закрыла лицо руками и тихо заплакала. «Нужно все обсудить спокойно», — сказала она, когда успокоилась. «Настя,
Ты останешься здесь, у нас, и мы постараемся помочь. Сергей, спасибо тебе за то, что спас ее. Ты настоящий друг. Настя впервые почувствовала, что не одна. Ее сердце немного смягчилось от этой поддержки. Она поняла, что жизнь не заканчивается даже в самые тяжелые моменты. Сергей сел рядом и предложил: «Завтра я поговорю с Василием. Пусть отец Василия поможет устроиться на работу, и нам всем станет легче. Ты справишься, Настя. И мы с тобой». Девушка кивнула. Впереди была новая непростая жизнь, но теперь она знала, что есть те, кто поддержит и поможет. Прошло несколько месяцев. Настя жила у Сергея и его мамы, помогала по хозяйству и старалась не думать о сложном прошлом. Сергей с Василием действительно помогли устроиться на работу, и постепенно жизнь наладилась. Настя готовилась стать матерью, а Сергей был рядом, поддерживая ее во всем. Настя все чаще улыбалась и даже стала мечтать о будущем. Она поняла, что не одна, что ее любят и ценят. Время шло, и вскоре на свет появилась маленькая девочка, Аленка, которую Сергей сразу же полюбил как родную дочь. Жизнь понемногу входила в нормальное русло. Сергей продолжал развивать бизнес Василия, а Настя училась, чтобы стать медсестрой, помогать людям, как когда-то хотел сам Сергей. Они вместе строили планы и мечтали о лучшем будущем. Но прошлое не отпускало. Игнат Поляков не забыл обиды и часто угрожал семье, пытаясь вернуть свое влияние в деревне. Сергей не раз вступал с ним в конфликты, но теперь уже не один. Рядом была Настя, а Аленка — самое дорогое, что было у них. Однажды, поздно вечером, Сергей получил звонок. Голос на другом конце провода был холоден и угрожающе знаком. «Сергей, забудь все, что было, или проиграешь». Но Сергей знал. Он не позволит никому разрушить то, что построил. Для него теперь важна была семья, а значит, он готов был бороться до конца. Настя крепко взяла его за руку. «Вместе мы все выдержим», — сказала она. Сергей улыбнулся впервые за долгое время. Вместе. И они шли навстречу своему будущему, полному испытаний, но и надежд.